Рада приветствовать на своем канале. Я Светлана. Мой сад находится в Киевской области, Украина, климатическая зона 5Б. Ему всего 4-й сезон, и мы находимся в процессе стройки дома. Сегодня расскажу про иву Хакура Нишики. Это эффектная японка с фантастическими розовыми приростами цвета фламинго. Посажена у меня вон там далеко, возле лавочки. Видите? Вот она в начале своего распуска. Расскажу и покажу, почему я решила сделать штамп Хакура Нишики сама. И как это осуществить. Покажу, как из срезанных и укорененных веточек высадила высоким бордюром аллейки вдоль дорожки. Все ивы укореняются очень-очень быстро. Помните, мы гортензии черенковали? А в конце покажу, как формировать обрезкой куст в форме полусферы. Этот кустик я тоже из веточки вырастила, укоренила веточку обрезанную, получился уже вот такой шикарный куст. Этим же способом можно формировать любые кусты с пластичными и гибкими, мягкими ветвями. Способ стрижки быстрый, и форма получается ровная. Не надо вокруг куста бегать с ножницами или кусторезом. Эту иву, тогда еще не знала ее названия, я увидела в аллейной посадке, проезжая по улицам города. Мы даже остановились. Я подошла посмотреть, что же это такая за красота, розовая, воздушно-ажурная. Решила, хочу в свой сад такую же аллею из ив. Нашла об этом дереве информацию и поехала в питомник за мечтой. Привитые ивы Хакура Нишики на штамбе довольно высокие делают. В питомниках, в рассадниках 1,80 м, 2,5 метра. И ствол, пока окрепнет и нарастет, довольно тонкий у таких деревьев. Поэтому сажать и выращивать иву Хакура Нишики надо только с опорой, а то унесет как воздушный шарик ее. В питомнике мне предложили именно такие высокие варианты и какая-то маленькая, очень реденькая крона. Цена за 5 деревьев получилась как-то дороговатая. Я задумалась, но всего на минутку, и спросила, а есть ли у них в продаже кустовые формы Хакура Нишики? Оказалось, что есть. И на порядок дешевле. Я выбрала 2 кустика. Один, кстати, благополучно засох ровно через 2 недели, но я знаю почему. И я отправилась формировать штамп своими руками. Единственное, что от радости, что иву я таки купила, я не обратила внимания, что все скелетные ветви у кустика Хакура Нишики уже были укорочены обрезкой для создания густой кроны в дальнейшем. Планировали же куст пушистый из нее делать. Поэтому будете покупать куст, обратите внимание на этот важный нюанс. Верхняя часть веточки не должна быть срезана. Поэтому мой штамп получился всего 75 сантиметров в высоту по самой длинной и ровной ветви. Но с приростами он получается у меня где-то 1,60 м. Корни собственное дерево Хакура Нишики достигают высоты 2-3 метра и столько же в диаметре. Учтите это при формировке. А мы с вами будем формировать штамп самостоятельно. Сейчас расскажу как. Что для этого мы делаем? Первое. Выбираем в питомнике куст с самыми длинными и ровными ветвями. Пышной не надо. Надо, чтобы одна ветка была достаточно толстенькая, крепенькая и ровненькая обязательно. И не обрезанная сверху. Второе. После высадки в грунт в своем саду даем месяц на приживаемость и адаптацию. Третье. Вырезаем все лишние ветви из земли, оставляя только одну главную. Четвертое. Даем нарасти в высоту до желаемой высоты, убирая по стволу нежелательную поросль. Она будет, это точно.
Пятое. Срезаем макушку на нужной нам высоте. И в дальнейшем при приростах оставляем верхние 2-3 яруса ветвей, как у штамба гортензий. Посмотрите видео, если не видели. Все, у вас уже маленький кустик штамбовой гортензии готов. Как у каждого метода, в этом случае есть свои достоинства и недостатки. Достоинства. То, что очень дешево получается штамп. Своя формировка. Вы делаете уже крону, какую вы считаете нужным. Ствол крепкий и устойчивый, опоры не надо. 3 достоинства. Но есть и недостатки. Первое. Поросль по стволу приходится вырезать. Но могу вас успокоить, где-то с 3-го года ствол сильно древесневеет и поросли почти нет. И второе. Если вы ошибетесь с высотой, у вас получится тоже небольшой такой штамп. Надо обратить на это внимание. А больше недостатков я не вижу. Она нарастает даже лучше, чем привитая форма. А это я обрезаю и показываю вам, какие веточки можно укоренять, когда мы делаем обрезку ивы. Они нарастают примерно сантиметров 30, и их почти до зеленой массы листовой надо обрезать. Ставим их, как и мацудану мы ставили, в баночку, она пускает корни, и все, мы можем сажать свою изгородь. Покажу вам потом. Вот ближе показываю. Вот наш кустик, молодые приросты с розовыми листиками. Бело-розовые. Обрезаем до зелененьких. Видите, зеленые салатовые с белым. Вот до этих пор. Почему выше не надо? Потому что я вот это дерево как раз заново формирую. Сильно рыхлая крона. Мне как-то жалко было, я так сантиметров по 5 обрезала веточек, остальное оставляла. И получился шар огромный, но очень рыхлый, прозрачный. А хотелось крону более плотную такую, чтобы деревце было с более плотной кроной. Поэтому не жалейте и обрезайте обязательно много. По полметра это точно. А вот сейчас мы подходим к кустику из такой веточки. Посадила 2 года. Нарастает, но при регулярной стрижке. Чем чаще вы будете обрезать боковые ветви и макушку, тем она больше будет куститься. А вот эти веточки воткнула сюда вдоль бордюров. Бордюров тогда еще, конечно, не было. Я так веревочками, палочками разметила. Вот тут будет дорожка, вот тут бордюры. Я их даже, честно признаюсь, в воду не ставила. Я их сразу в землю и поливала где-то дня 3 каждый день. 3-4. Потом через день, а потом забыла. Какие принялись, такие принялись. И вот, пожалуйста, ива укореняется, еще раз говорю, очень-очень просто. А это сейчас покажу обещанный, как бы маленький мастер-класс, как можно из такого растопыренного кустика сделать округлый. Для этого не надо бегать с ножницами-кусторезом по кругу. В одно место вы присели, подняли в копну все ветки, но вот я только немножко так в руку взяла, а потом поднимаю. Но лучше все ветви собрать в один большой пучок и поднять вертикально вверх. Ровно, чтобы одна линия была. И срезаем. Когда мы опускаем, получается, крайние веточки чуть длиннее, а те, что ближе к середине, короче. И у нас получается полусфера. То есть каждый раз, когда мы берем пук, мы его ровно вот так вверх ориентируем и срезаем ровненько. Все. Задается правильная форма. Я осенью буду делать. Кстати, второй раз приросты, они быстрее и длиннее дают. Вот за сезон надо 3 раза его обрезать. Я обрезаю в начале
июня или в конце мая, вот этот раз. Потом в июле, в конце июля и в конце сентября, уже перед осенью, чтобы она уходила. А в зиму мне вот эти ветки не колыхались. Так, сорняк там какой-то зацепила. Вот, а потом ножницами вот так мы проходим по самому низу, что остались. И вот такой у нас как будто шар, ровно разрезанный пополам. Если не обрезать ветви, они будут грациозно поникать так. Ну, хочется, чтобы как торчали у шарика. Первый прироста бело-розового цвета, как цвет зефира, а следующие листики зеленые с белым, как с морозными узорами получаются листья. В ногах у ивы у меня посажена вот эта садовая гвоздика, знаю, вы спросите, и вот эта азалия полулистопадная. Я в этом году ее покупала, показывала вам. Вот, в принципе, и все про иву Хакура Нишики. Ничего сложного, все быстро и просто. Мне особенно нравится, как я эти аллейки из ивы посадила. Просто воткнула и поливала. Думаю, все, мне тогда некогда было. Мы с теплицами, с этими, другие посадки. Думаю, получится, получится, не получится. И она решила выжить. Единственное, ива очень любит воду. Если вы не забудете ее поливать каждый день, не так, как я 3-4 дня бросила, а с недельку, дней 10, у вас она точно сразу в земле примется, без укоренения в стаканчике. Но сейчас я срезанные веточки часть поставила тоже, попробую еще в одном месте там аллейку сделать. Все, до встречи на нашем канале, расскажу еще что-нибудь интересное.